Харе Кришна, меня зовут Абхиманью Дас. Я являюсь официальным попечителем Бхактивиданта Бук Траста, созданного его божественной милостью Бхактивидантой Свами Шрилой Прабхупадой в 1972 году в Лос-Анджелесе. А сегодня мы расскажем вам о юридических аспектах траста. И в прошлом видео мы рассказывали, почему Прабхупада выбрал именно этот инструмент управления своими активами. Важно отметить, что траст был создан Шрилой Прабхупадой на основании законодательства штата Калифорния, потому что он был создан в Лос-Анджелесе в 1972 году. И тогда и сейчас существовал и существует кодекс о наследственных правах, в котором есть целый раздел, посвященный трастам. И на основании этого законодательства был составлен трастовый договор, и были прописаны все необходимые процедуры создания траста и его существования, поддержания, работы траста. Все было хорошо написано, прописано. Прабхупада оставил инструкции в этой связи. И поэтому необходимо понимать, что этот траст действует в строгом соответствии с законом. Прежде всего, что нужно понять, что в соответствии с законами, когда учредитель создает траст, то он передает свое имущественное право или право собственности на свои активы в этот траст. Но при этом сам учредитель перестает быть формальным собственником. Также попечители, которым передано в доверительное управление это имущество, или в данном случае авторские права, тоже не являются собственниками. Им просто дали в доверительное управление этот актив. И также выгодополучатель или Международное общество сознания Кришны также не являются собственниками этого имущества. То есть формально собственниками имущества является траст. И до тех пор, пока траст существует, то есть никто не имеет права говорить или претендовать на собственность. Ни в какой форме. Но при этом предполагается, что ответственность за управление активами возлагается на попечителей траста. И поэтому попечитель траста является ключевой фигурой, с помощью которой учредитель траста осуществляет контроль над своими активами. То есть в данном случае авторскими правами, как они правильно используются. То есть существует также отдельное законодательство, которое посвящается авторским правам. Поскольку книги издавались и писались в основном на территории Соединенных Штатов Америки, то Шрила Прабхупада позаботился о том, чтобы вся эта литература, она должным образом регистрировалась, то есть чтобы авторское право было зарегистрировано. То есть Шрила Прабхупада как автор является зарегистрированным, официально зарегистрированным лицом в библиотеке Конгресса США. Поэтому никто не имеет права претендовать на авторство или как-то менять содержание этих книг, потому что это очень важный юридический аспект международного права, сохранность авторских прав. То есть если книга была издана при жизни автора, если она никак не менялась или как-то была изменена еще при жизни автора, то есть после жизни автора, это зарегистрированный текст, можно сказать, буква в букву, запятая в запятую, он так и должен сохраняться, и это является объектом сохранности авторских прав. Поэтому любое несанкционированное изменение текстов, любое
воздействия или получения выгоды от этих авторских прав другими третьими лицами, которые не входят в список попечителей, считается криминально наказуемым преступлением. Что касается процедуры назначения попечителей, то она также тщательно прописана в трастовом договоре. И в трастовом договоре прописано, что попечители назначаются пожизненно. Прабхупада написал, что тех попечителей, которые перечислены в этом списке в трастовом договоре, это были Бали Мардана Прабху и Каранхара Прабху, что они назначаются пожизненно. Но впоследствии в 1974 году Каранхара Прабху добровольно покинул траст, и Шрила Прабхупада вместо этого, в точности соблюдая процедуру, назначил Хансадуту Прабху, который продолжал оставаться этим попечителем траста, официальным настоящим законным попечителем траста, потому что процедура его назначения была в точности соблюдена в соответствии с законом Калифорнии, в соответствии с трастовым договором. И в 2019 году Хансадута Прабху назначил меня попечителем Бхактивиданта Бхок-траста тоже в соответствии с процедурой, положенной процедурой, как назначается. То есть траст, попечитель траста должен назначаться остальными попечителями, которые остались в живых или существующими. И должна быть составлена резолюция, в которой должны подписаться все существующие живые попечители, остальные попечители. И создается второй документ, очень важный документ, который называется Acceptance of Trust или принятие траста. Процедура назначения попечителя выглядит следующим образом. Встречаются или не встречаются по обоюдному согласию попечителей. Составляется резолюция, в которой пишется, что назначается новый попечитель взамен кого-то или просто назначается как новый. И дальше второй очень важный документ – это документ, который называется Acceptance of Trust. Это по-другому называется принятие траста. То есть принятие на себя ответственности за траст, за исполнение обязанностей попечителя. То есть любой попечитель, когда он назначается как в качестве попечителя, он должен иметь два вот этих документа. Первый документ – это резолюция о его назначении, подписанная всеми остальными попечителями. А также второй документ, который называется Acceptance of Trust. То есть, что попечитель формально принял на себя ответственность за исполнение обязанностей попечителя. Вот такая процедура назначения нового попечителя. И пока существует хотя бы один попечитель, траст продолжает существовать. И имущественное право также остается за этим трастом. То есть это очень важный момент. Еще хотелось бы сказать несколько слов о трастовом фонде. В трастовый фонд входят, как Шрила Прабхупада говорил, все рукописи, составленные им, также все изданные им книги, и на которые он получил авторские права, зарегистрированные в библиотеке Конгресса США в офисе авторских прав. Поэтому надо ясно понять, что Бхактивиданта Бхок-траст управляет активами или авторскими правами на книги, написанные только Бхактивидантой с вами Шрилой Прабхупадой при его жизни, на его рукописи и на то, что было создано лично Шрилой Прабхупадой, является объектом защиты авторских прав. И ничего более. Никакие другие книги, никакие другие объекты защиты авторского права. Вот вкратце юридические аспекты существования и деятельности траста. То есть я сделаю еще краткий вывод. Это первое, то, что траст был создан на основании законодательства США. Это Кодекс о наследственных правах штата Калифорнии, а также на основании Конвенции о деятельности траста, международная конвенция, принятая в Гаге. Вот. Второе, то, что все юридические аспекты существования деятельности траста прописаны в трастовом договоре, такие как цели и задачи траста, фонд трастовый, как им распоряжаться этим трастовым фондом, как назначаются и заменяются попечители, а также вопросы ликвидации траста в случае необходимости. И хочу еще раз повторить, что
поскольку траст не является юридическим лицом, не является организацией, поэтому все формы документации, все формы назначений, они имеют совершенно иную форму. Даже, например, устав. То есть в организации, то есть в трасте полностью отсутствует какой-то устав, как это есть, например, в организации. Также отсутствует регистрация, официальная государственная регистрация. И в этой связи, то есть документация о передаче полномочий или ответственности попечителям является очень важной документацией, которая должна всегда поддерживаться в порядке. И Шрила Прабхупада всегда очень тщательно с этим следил, не позволял какие-то нарушения или какие-то противоречия, потому что он прекрасно понимал, что малейшее нарушение может привести к серьезным последствиям в будущем. И поэтому он четко соблюдал все принятые им правила и законы. На этом мы завершим. И следующая наша видеопрограмма будет посвящена финансово-экономическим аспектам деятельности Бхактивиданта Бук Траста. Спасибо за внимание. Харе Кришна.